Файруза Назиповна. Как вы относитесь к акриловым краскам, если у вас работы акриловыми красками? Да, в общем-то, нет. Не нравятся они мне. Может быть, на больших холстах, в большом формате я просто не пробовал акрилом писать и допускаю, вижу, как друзья работают, что это возможно. Но краска себя ведет для меня не очень предсказуемо. Она белила куда-то проваливается, углубляется. Берешь цвет, это яркий, светлый, а он потом через какое-то время становится глубже. Перекрываешь по темному, светлому, он опять куда-то проваливается в темноту. Я не могу к ней приспособиться, и не нравится то, что она на ветру на улице быстро засыхает, покрывается пленкой, и сложно с ней работать. Буратино и золотой ключик. Что-то с гуашей у меня лучше получается. Просто реалистичнее получается картина, а вот темпера не очень. Выигрыш гуаши можно смешивать краски на бумаге, потому что гуашь растворимый, из-за этого можно подкорректировать, исправить. А с темпером надо пропотеть или заранее смешивать на бумаге. Я просто хорошо с гуашем приловчился. Ну, приловчился и хорошо. Просто в темпере больше клея. Это тот же самый пигмент. Просто больше клея дает возможности поверх слоя писать еще, чтобы он не смешивался с предыдущим мазком. Поэтому в этом смысле мне темпера интереснее. Но с гуашью тоже очень хорошо. Профессиональной гуаши совершенно качественный цвет, пигмент замечательный. Ну а что пугает вас? Я не очень понимаю. Вы с палитрой работаете вообще? Палитра-то почему краску смешивать на бумаге? То есть на бумаге, например, вы пишете, а на палитре сделайте замес, а потом на бумагу. Если вы сразу краску чистую, которая из тюбика выдавлена, да, кладете на бумагу и потом смешиваете, это одна история. Если вы сделаете замесы из 2-3 красок на палитре, это другая история. Тогда какие проблемы? То же самое, что и с гуашью. Темпера очень похожа на гуашь, просто ведет себя по-другому. Попробуйте. Ну, а если привыкли к гуаши, то и пробовать не надо. Зачем она? Эта проба. Приловчились и приловчились, значит, очень хорошо. Вообще, гуашь, темпер – это же очень хороший материал для работы на пленэре, на воздухе. Юлия Юз. Слава, можете провести мастер-класс по тону одним цветом? Юлия Юз. Не знаю. А зачем? Какой в этом вообще смысл уделять монохромной живописи так много времени? Мастер-класс обычно у меня там 5 дней, да? Что ж мы и к цветам не притронемся? Мы можем сделать одно упражнение на этот счет, но вся идея в том, чтобы сильно щуриться, и тогда на сетчатку глазом мало попадает свет, и тогда видны различения там, этого там, с зеленью, с дальним планом, что темнее, что светлее. Большими массами мы просто это сравниваем и выкладываем. Какой смысл выкладывать это все там черно-белой краской, если тональные отношения могут совпадать больших масс, а цвет разный? Это же снимает все ограничения. Цвета начинают жить. 1 тон, что мы будем с вами на холсте писать? 1 тон? Если, например, это шляпа и небеса 1 тона, что мы будем делать-то с вами? Или просто это увидеть важно, да? На уровне одного упражнения мы можем это сделать хорошо. Если будет такой запрос, мы сделаем. Екатерина Самохвалова. Все вроде понимаю, вижу, что не то делаю, как в темноте. Ну, ведь видите, но это основа. Если вы начинаете потихоньку замечать, что не то, это ключ к тому, чтобы делать то, исправлять то, что не то. Ну, в любом деле, любое дело требует погружения. Грызть нужно этот гранит знаний, науки. Сразу ничего не получится. Ребенок не может сразу ходить. Он сначала падает на попу, ползает, а потом уже ходит. Ничего, все же мы прямоходящие. Давайте заниматься. Школа моя есть онлайн.
живописи. Есть мастер-классы. Приезжайте на классы, ближайшие в Ольхоне, на Байкале. На сайте информация есть. Есть мои картины, смотрите. Есть занятия, уроки. Есть возможность посылать мне работы на разбор. Давайте заниматься. И потихонечку, общими усилиями выйдем из темноты. Софья недавно приобрела себе палитру, как у вас. Такой вопрос. Вы сказали, что выдавливаете краски заранее. Точно, выдавливаю. Вертикально они у меня и прямо туда, в рюкзак, и ношу. Я так делать еще не пробовала. А если при переноске не смешиваются, они внутри не смешиваются, ну, немножко иногда, там, если масла льняного много в краске, оно тут куда-то течет, но не страшно. Все-таки консистенция бывает жидковата. Ну, жидковато купите не жидковатую. А если так же выдавливать темперу, с красками ничего не случится. Темперу лучше горизонтально, конечно, она водяная, все тогда ух. А масло держится, все в порядке, спасибо. Пробуйте, дорогу осилит идущий. Игорь Творогов говорит о дневнике, как я понимаю, об альбомчике с эскизами, и пишет, как развить усидчивость, степенность и последовательность при занятиях живописью. Спасибо большое. Ну, усидчивость, да, степенность. Ну, вы, например, смотрите фильм, он же идет по умолчанию 1,5 часа, а если двухсерийный, например, в кинотеатре, ну, усидчивость уже обеспечена, вы пришли, все, сели. Надо досмотреть до конца. Еще рядом друзья, например, близкие. Они никуда не уйдут без вас. Ну, придется смотреть ерунду какую-то. Но вы уселись. Вы просто работаете 2,5 часа над каким-то рисунком. Или еду, например, вы готовите. Ну что? Ну, в духовке раньше не приготовится картошка. 40 минут нам или мяско ждать надо. Ну, чего бегать-то по комнате? Ну, можно выпить успокоительного, чтобы меньше затрачивать энергии, меньше бегать, да? От того, что ты будешь бегать и открывать духовку, только хуже сделаешь. Жар уйдет. Салатик можно порезать перед этим. Селедочку. Еще налить, повторить. Это я к тому, что эскизы можно поделать, пока там что-то в голове пухнет, там мозги взрываются, шарики шкрутятся. Работает все. Разные эскизики поискать. Такую композицию, сякую. Чего сразу красками в холст ляпать? Их направо-налево. Надо все продумать. Роман вы, например, пишете. Роман. Спецреализация. И, ну, вот это вот Толстой, который огромная же книжка. Слова нельзя произносить никакие сейчас. Ну, сразу же вы не напишете, например, в течение там ночи. Ну, хотя бы нужно не поспать, я не знаю, 3 года. Буквы впечатывать или рукописно все писать. Ну, сейчас на компьютере. Но вы же получаете удовольствие, когда впечатываете буквы по одной. Ну, радость же есть, слово, например, «я пришел к ней». Это уже поэзия. Одел красивый пиджак, купил букет цветов. Это же целый мир. Уже радость. Вот вся усидчивость в том, что вы в процессе находитесь. Она отворила дверь и встретила меня ударом, хуком слева сковородкой, например. Это уже правда жизни. И вы получаете большое удовольствие, когда пишете, сочиняете эту музыку жизни. Галинка Агейчик. В изобразительном искусстве такое разнообразие стилей и техник. Есть что выбрать для души. Зачем цепляться за то, что не нравится? Вот именно. Вячеслав, у вас прекрасная работа и маслом, и акварелью. У одного художника слышал, что если художник мечется между разными разными материалами, техниками, значит, он еще себя не нашел. Я не согласна. Главное искать, двигаться, радоваться. Ну, конечно, чего метаться? Можно палочками есть рис. Если неудобно, берешь ложку. Ну, вилку, в конце концов. Ножик, можно пораниться. То есть техники разные, а насыщение, радость от творчества одно насыщение. Желудочное такое удовольствие. Ну, хорошо, если у вас
разные техники, материалы, то сангинкой, то углем, то акварелью, то темпером, как пишет «Золотой ключик», с буратиной, то маслом. Это же расширяет диапазон возможностей. Ну, представляете, что вы все время технически точно кушаете, например, в 6 часов вечера. Ну, надо же их иной раз и перенести на 11. Ночью, в конце концов, подступиться, когда уже попросит тело, брюхо вот это. И не обязательно все время принимать перед едой успокоительное. Попробовать сок, например. Ну, если мы разнообразим еду, почему бы нам не разнообразить техники, инструменты, живописи, графики, чтобы показать себя многогранно. Мы же не ходим по улице все время в одной футболке, как я. Нет, я разная меня. Мы же иногда можем в качестве одежды единственной выбрать и шляпу, например, или галстук, и все. И гулять себе. Это будет новый дизайн, новое решение, новые впечатления у соседей, у зрителей, у прохожих. Ну, а что может быть дороже новых впечатлений? Так что не забывайте ставить лайки, комментировать и приходите в мою школу за вдохновением. Анонс для примера из школы. И выберите что-нибудь там интересненькое. Друзья, хорошая новость. Я выпускаю 23-й урок в онлайн-школе живописи «Архитектурный пейзаж». Солнечный летний день в Гурзуфе. Архитектурный, причем довольно со сложной перспективой, потому что улочка от меня идет вверх, дом стоит очень кривенько-косенько, и нужно очень многое здесь учесть. Но самое главное, это по рисунку, да? Но самое главное, что солнце создает такую игру тонких отношений на этом здании, теплых, и теплохолодность настолько тонка, она растворена в асфальте, в зелени, в кирпичной кладке стены. Он плотнее, чем небо, и плотнее, чем это. Вот что важно. И важно это сохранять, если просто сравнить, не только с этим сравнить, но еще и с этим. Пейзаж выстроен на тонких отношениях, и как сделать его светоносным, задача очень непростая. На первый взгляд кажется, что так легко все это делается, но это обманчивое впечатление. Это довольно непросто написать солнце, которое падает на вот разные объекты. Для тех, кто изучает живопись, мне представляется важным посмотреть этот урок с тем, чтобы открыть в себе цвет, научиться мыслить цветом, тонкими отношениями цвета. Как только вы это почувствуете, живопись моментально изменится в этот же день. Важно почувствовать разницу тонких цветовых отношений. Я пишу и все поясняю. На пальцах, на палитре вы видите цвет, вы видите, как кладется, куда кладется, почему я рассказываю. Ну, в общем, вы сами все увидите. Вот такая небольшая реклама урока. Заходите, не стесняйтесь. Зелень, я имею в виду вот этого заборчика. Вот это более правдоподобно. Там есть кусочки в тени, кусочки на свету. И по возможности напишите нечто подобное. Пусть это не обязательно будет со сложной перспективой, но главное, пусть он будет солнечным. И пусть будет белое здание. Присылайте мне свои работы на видеоразбор. Эта опция доступна в моей онлайн-школе. Называется «Консультации». Ну, розовенький.